Здорово-здорово, братишки-сестренки, вы на канале Nix and Play. Если у тебя не грузится это видео в хорошем качестве, то советую перейти тебе на мой второй канал на Рутубе. Там ты сможешь смотреть видео без всяких ограничений в скорости, ссылка в описании. А победителями прошлого розыгрыша стали Воин, Сплейзер, Казаков, Влад Жучара, Безумный Шляпник. Мои поздравления счастливчикам. Призы я отправил на кладовщика кухни Гурмана, кроме игроков сервера RU1 и RU2. Они свои призы получат 25 августа. А кому не повезло, не расстраиваемся, ведь в этот раз я разыгрываю ящики с К6 забрала. Розыгрыш проходит все так же на всех серверах сообщества. Для участия нужно обязательно подписаться на канал. Кому не сложно, ребят, оформите, пожалуйста, подписку еще и на Рутубе. Она же бесплатная, а мне это простое действие очень поможет. А комментарий для розыгрыша можешь оставлять все так же на Ютубе. Только в комментарии обязательно указывай свой игровой ник и сервер, на котором играешь. Указывай все верно, а то посылка не дойдет до тебя. Приятного аппетита всем, кто кушает. В прошлой серии я остановился в деревне Гурмана, выставил на продажу контейнер для артефактов и вышел с сервера. Если не смотрел, обязательно советую посмотреть, подсказка будет в правом верхнем углу. Перед тем, как запустить трансляцию, я заходил на сервак без нее, проверить, продались контейнеры или нет. К счастью, они продались. И вот что произошло дальше. Дэнни, здорово. В общем, смотрите, зашел я, значит, одним вечером в игру, чтобы смотреть, продался или не продался у меня этот большой контейнер. На крайнем стриме я выставлял же его на продажу, правильно? Вот, зашел глянуть. В итоге-то он у меня продался. Но еще момент был такой, что чувак продавал МЗАшки. Я написал, почем? Он говорит, 250 тысяч за МЗА обычный и МЗА этот, как его звать-то, скажи, я скажу. И прототип. Но я их все скупил у него по 250 тысяч. Че бы нет. И вот продал. Вот за 400 ушел модульный, этот прототип. Вот еще один прототип за 400 ушел. Это вот обычный артефактный захват за 600 ушел. Это контейнер для артефактов, это так. И вот еще прототип 500, обычный 500. Наварили, прикиньте, чисто с 250 тысяч. X2 купились, там даже чуть больше X2. Просто повезло, я считаю. План на стрим был таков: побежать на Тунгуску, сдать основному полковнику ежедневное задание и пойти в санаторий открывать ачивку, что в ваших карманах, так как мне уже требовалось до конца вкачивать ветку охотника. Немедленно ни минуты я отправился на Тунгуску, пришел в поселок Радиус, заглянул на склад и обнаружил, что из всех предметов для квеста мне не хватает паучьих лап. Покупать я их не стал, а просто нарезал, так как это очень легко делается, и отдавать за них деньги мне моя совесть не позволила. Нарезал нужное количество лап, взял со склада остальные части мутантов и сдался ежедневный квест отставному полковнику. Также сдал штопору квест только для ваших глаз, посредник, взятый в прошлой серии у Сизифа, и следом взял квест только для ваших глаз. Купил для него с доски 2 шкуры полярного медведя и отправил посылкой с конторы Плевка себе на Радиус. А чтобы не терять время зря, я пошел на караван пофармить коленки Боров про запас для квеста полковника. За заход я сделал 31 колено Борова. Довольно неплохо, на 2 сдачи полковнику хватит. Забрал посылочку со шкурами и сдал их штопору. Затем купил 10 шкур волка, 6 лап панцирной верлёки и 10 шкур полярного волка. Сдал все это штопору и завершил квест. Награда по опыту и репутации для черного рынка была то, что надо. Я доволен. Взял у штопора квест на спирт и Марио. Как обычно, у меня ничего с собой не было. И поэтому мне пришлось покупать с доски и отправлять себе посылкой. И снова, чтобы не терять время зря, я отправился уже на болото, чтобы подрезать лапы верлиоком. Пока собирал лапы, пришла моя посылочка. Забрал пришедшую посылку, отдал 3 Марио и 2 бутылки спирта штопору, обменял найденную резину бета на 3 гранаты у штопора и отправился на аэропорт. Тут рыжему я сдал найденные на Тунгуске артефакты и заодно купил электродетали, которые требовались доценту Краснову для сканера, квест «Таинственное убийство». Отдал радиодетали Краснову и взамен от него получил КПК, который он просил передать курьеру на 2-м КПП Любича. После эгиды я пошел на радиовышку, сдал Снейку ежедневки на атрибутику для того, чтобы повысить репутацию у чувака Рейнхуд, и пришел обратно на эгиду. Продал найденные артефакты Степаненко, забил карманы скопившимся лутом со склада и через Золотово уплыл на аэропорт. Сталкер, если ты только начинаешь играть, то у меня для тебя есть подарок. Вводи промокод NIX в меню игры, он подарит тебе премиум совершенно бесплатно. С ним ты прокачаешься в 2 раза быстрее, а также будешь эффективнее фармить и еще куча полезных фишек. Промокод работает абсолютно на всех серверах, Steam, VK или Launcher, неважно, но время его действия ограничено, так что не упусти свою бесплатную возможность. Придя в деревню Гурмана, я надумал обновить свое вооружение. На складе как раз у меня завалялась ППШ, подаренная Арсом. Проясняя ситуацию, МП5, которую подарил Сталкер, просто так лежала на складе до этого момента, так как я делаю прохождение без больших бустов от подписчиков. Сейчас же у меня появились деньги, и вместо того, чтобы покупать ее с доски, я просто-напросто разыграл деньги между подписчиками и забрал МП5 со склада. То есть получается, что я ее выкупил, а свой старенький ППШ с барабанами выставил на продажу на доску. После всех делишек я отправился в Любич, нашел возле ворот КПП курьера, показал ему данные с КПК, и курьер за расшифровку данных попросил с меня 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей, охуел совсем.
Что ж, отдаю в надежде на ценную информацию, но теперь курьер просит подождать некоторое время, пока он не решит момент с расшифровкой. К слову, подождать мне нужно было 2 часа, а чтобы все это время просто так не терять, я пошел в универмаг для того, чтобы пощупать там местных аборигенов, ведь достижение, что в ваших карманах, еще никто не отменял. По истечению некоторого времени качать обыск в универмаге мне естественно надоело, и я перебрался в санаторий. Тут было очень много измененных и не было игроков, так что обыск качался быстро. Весь этот изнуряющий процесс я показывать не буду, кто качал, тот знает, что это за испытание такое. Обыскав огромное количество мутантов, я приблизился к своей цели, но не достиг ее, и принял решение на этом остановиться и доделать обыск уже за кадром, так как это издевательство и на него смотреть никому просто не интересно и скучно. Поэтому трансляцию я завершил, как и это видео. Спасибо, что досмотрел до конца. Обязательно подпишись на мой канал на Рутубе и напиши комментарий, ведь каждый комментарий я читаю, и мне очень приятно видеть твое мнение под этим видео. Ну бывай, увидимся в зоне, сталкер. Иди, не мозоль глаза.